Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как мы вообще выжили, когда они были такими милыми и романтичными на сцене в эту эпоху? Только посмотрите, как Чангук хотел прикоснуться пальцами к губам Тэхёна, а не к манжете его рукава. Девятое место. Тэхён, ты слишком очевидный. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Фанаты придумали легенду о том, что якобы Тэхён принуждает Чангука к фан-сервису, но Чангук буквально кричит: ну и что?». Я очень горд и счастлив, что у нас с Тэхёном романтические отношения. Я не хочу, чтобы Тэхён отпускал мою руку. Самые недооцененные моменты Вигу, которые люди игнорируют. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Одна душа, два тела. Седьмое место. То, как Чангук не позволяет Тэхёну упасть даже в воду одному. Он держит его так, чтобы Тэхён чувствовал себя в безопасности в его объятиях. Его уровень отношения к нему на совершенно недосягаемом уровне. Шестое место. Поведение пары. Его влюбленная улыбка никогда не меняется. Что мы видим и что видит Чангук? Пятое место. Посмотрите, как Чангук ярко заулыбался, когда увидел фото Тэхёна на экране. Такой очаровательный щеночек, потерявший голову от любви. Четвертое место. Забота. Напоминание о том, что Тэхён и Чангук всегда хвалят и вдохновляют друг друга. Чангук сказал Тэхёну: «Ты утешал и вдохновлял меня своей прекрасной мелодией». Тэхён сказал: «Причина, почему Чангук так хорошо фотографирует и рисует, потому что я его художественное вдохновение».
Я хочу, чтобы вы посмотрели на Чангука, посмотрите на эту красивую дугу между его глаз. Эта дуга выглядит как хахаутау, корейская традиционная маска. И в тот же год на руке Чангука появилась эта маска. Тэхён Чангуку, ты хорошо постарался, хвалит рисунок, который нарисовал Чангук. А в следующем ране рисует похожий рисунок, как у Чангука. Третье место. Новости. Брат Чангука выложил фото в Инстаграм. Похоже, это Гурам, собачка Чангука, которая уже умерла. Тэхён буквально олицетворение этого смайлика. Представьте, какие мягкие губы у Тэхёна. Можете устоять перед тем, как Чангук морщит носик? Нет? Вот и Тэхён не мог. 100 тысяч первая причина, почему он так в него влюблен. Участник VIP Юджиан назвал Чангука своим образцом для подражания. Мне очень нравится Чангук. Увидев его живое выступление на сцене, я захотел научиться хорошо танцевать, петь, читать рэп и выступать вживую, как он. Поэтому я много смотрел на Чангука Санбэнима и практиковался. Он просто облизал своего мужа взглядом. У этого человека идеально все. Даже его тень идеальна. А помните, как в сети форсили слух, что как только Тэхён прилетит из Франции, он расскажет о своей настоящей любви, вот увидите, он расскажет о ней. И Тэхён после прилета включил лайв и рассказал о Чангуке и о его Макгуксу. Это был угар, товарищи. Я надеюсь, что это чувство никогда не исчезнет. Чангук любит описывать свое пение как поиск красок, потому что он видит свой голос как выражение музыкального искусства. Чангук сказал о своей певческой и музыкальной карьере: «Я никогда не должен сдаваться. Я всегда так думаю. Я хочу продолжать заниматься музыкой. Это может быть долгий путь в будущем, но я хочу проявить себя своей музыкой».
Пение – это действительно то, чем живет сердце Чангука, и он готов отдать ему все, что в его силах, чтобы добиться успеха. Как мудро заметил Чангук, я стараюсь заниматься пением хотя бы час каждый день, несмотря ни на что. Любой певец, который был на первом месте в Billboard в течение 6 недель, должен действительно хорошо петь. Вот что я думаю. Слушать, как Чангук поет, это подарок, но когда это дополняется его танцевальными способностями, это становится волшебством. Кажется, что весь стадион, театр или арена заколдованы каждый раз, когда Чангук выходит на сцену. Его способность увлекать выходит за рамки только этих площадок, и его легко увидеть и почувствовать на экране во время выступлений, транслируемых через интернет. Чангук постоянно ищет способы привлечь внимание публики к каждому выступлению. Для достижения этой цели Чангук посвящает себя тренировкам, которые гарантируют, что его тело готово к длительным концертным выступлениям и дают ему необходимую силу и выносливость. Еще одна область, в которой Чангук преуспевает – использование гардероба, костюмов и специально подобранной одежды для выступлений, репетиций, рекламных мероприятий, и это распространяется даже на то, что он предпочитает носить в своей личной жизни. Костюмы Чангука на выступлениях представляли собой калейдоскоп артистизма. Кажется, что все его существование основано на искусстве, и он с удовольствием делится своей любовью к искусству и тем, как оно наполняет его жизнь и дает ему такую палитру самовыражения, которую можно использовать и делиться. Он является эквивалентом живого искусства и заслуживает того, чтобы его прославляли как такового. Он – дар миру за все, чем он является, что делает и создает. У Тэхёна и шансов Тео не было устоять перед этими глазками-бусинками. Нацепил на голову какую-то тряпочку, но выглядит как божество. Чуточку нежности для хорошего настроения. Джин сказал: «Привет слушателям Spotify по всему миру. Это Джин. Я собираюсь принять особые задания для всех вас, кто показывает мне бесконечную любовь издалека. Это не что иное, как Spotify Dice Challenge. Как видите, прямо передо мной лежит игральная кость. Кажется, эта задача предполагает его использование, и я вполне уверен в этом. Начнем прямо сейчас. Начинается соревнование Джина в Spotify Dice Challenge. Есть такие слова, как «милый», «крутой», «холодный», «недавно дебютировавший», «сексуальный», «застенчивый щенок», «малыш», «волшебник», «подросток», «корона», «супертунец» и другие. Я не знаю, что это такое, но я не занимаюсь сексуальностью и понятия не имею, что такое волшебник. Я тоже не хочу быть волшебником. Что вообще такое сексуальный волшебник? Давайте бросим кости на недавно дебютировавшую и старшеклассницу. Что это должно означать? Я знаю, что они милые или типа того, но какой в этом смысл? Так я должна быть старшеклассницей? Если да, то вызов принят. А сейчас я представлю песни с моего первого сольного альбома «Happy». Заглавный трек «Running Wild» передает мощное и теплое послание о том, как, затаив дыхание, бежать навстречу надежде. С теплом
яркостью и страстью, которые приносят любовь, я надеюсь энергично и обнадеживающе подарить всем вам счастье. Ухмыляющийся Чангук. Парочка, которую застукали папарацци. Фраза «я люблю тебя больше, чем вчера, но меньше, чем завтра» очень романтичная и особенная для французов. Она из стихотворения поэтессы XIX века, в котором та трогательно признается в любви своему супругу. Впервые Тэхён произнес эти слова на заключительном концерте тура Love Yourself в 2018, и Чангук аплодировал ему. Далее она стала уже слоганом компании Лай, и в 2019 Чангук в своем послании повторил эту фразу: «Больше, чем вчера, меньше, чем завтра, люби себя сегодня больше всего». «Je t'aime plus que moins que demain», о бесконечной любви, которая с каждым днем становится все больше и больше, и которая никогда не станет меньше. Песня Чангука «Seven» преодолевает новый рубеж. В свежем чарте Billboard Japan, опубликованном 13 ноября 2024 года, сообщается, что хит Чангука «Seven», выпущенный в июле 2023 года, достиг невероятной отметки в 300 миллионов прослушиваний. Данное достижение подчеркивает огромную популярность трека и его устойчивое место в сердцах слушателей. Этот успех поднимает Чангука на новый уровень как сольного исполнителя и подтверждает его статус одного из самых влиятельных музыкантов сегодняшнего дня. Seven продолжает вдохновлять миллионы людей благодаря своей заразительной мелодии и энергичному исполнению. Умоляю, это бейбидольство. Ни один человек не преодолеет 7500 километров только из-за того, что ты сказал, что скучаешь по нему. Тем временем мужчина Тэхёна. Чангук задрал планку слишком высоко, и все это ради Тэхёна. Министерство занятости и труда отвечает на петицию с требованием исключить хайп из списка ведущих компаний. Петиция Национальной ассамблеи с требованием исключить хайп из списка ведущих компаний и рабочих мест Министерства занятости и труда собрала более 50 тысяч подписей. И ожидается, что вскоре начнутся обсуждения относительно возможного отзыва. Представитель отдела корпоративной поддержки занятости министерства сообщил Луган Спортс. Хайп сотрудничают с местными отделениями, и результаты расследования должны быть опубликованы в ближайшее время. На основании этих результатов мы оперативно примем решение об отзыве их звания ведущей компании. Система электронных петиций Национальной ассамблеи рассматривает петиции, которые собирают 50 тысяч подписей в течение 30 дней. Эти петиции передаются в соответствующий постоянный комитет для рассмотрения,
и в зависимости от результата они могут быть вынесены на голосование в общей ассамблее или отклонены. В случае принятия Национальная ассамблея или правительство обязаны предпринять необходимые действия. Однако отдел поддержки занятости отметил, что признание петиции, обоснованной в комитете, и ее проведение через голосование на общем собрании может занять много времени. Таким образом, они полагают, что решение, основанное на результатах расследования местного офиса, может быть принято быстрее в отношении возможного отзыва Хайп его звания. Если звание Хайп будет официально отозвано, все связанные с ним преимущества будут немедленно отменены. Ведущие компании получают президентскую табличку, льготные кредитные оценки, поддержку кредитования с выгодными процентными ставками, бонусы за баллы по закупкам и карты приоритетного доступа, среди прочих льгот. Его привычка облизываться такая душеразбивательная. Такие разные и такие любимые улыбки Чангука. Всякий раз, когда вам грустно, вспомните о его милой улыбке, и вам сразу станет легче. Какой же горячий парень! Шесть лет назад, в этот день, Чангук и Тэхён получили орден за заслуги в области культуры на церемонии вручения премии Korean Popular Culture. О красоте Тэхёна можно слагать легенды. Предполагаемая ассоциация миноритарных акционеров Хайп обещает подать в суд на любой фандом, который попытается подать в суд на Хайп. Заявление Альянса миноритарных акционеров Хайп. Миноритарные акционеры Хайп хранили молчание в течение последних нескольких месяцев, несмотря на понесенный ущерб, такой как падение цен на акции из-за ненужных медиасражений с бывшим генеральным директором Адор Мин Хэ-джин. Мы воздержались от дальнейшего создания путаницы, надеясь избежать дополнительных потрясений. Однако мы больше не можем стоять в стороне, поскольку Хайп, которая внесла свой вклад в национальную гордость как лидер в кей-поп и была предана стране как экспортно-ориентированная компания, подвергается несправедливым нападкам со стороны СМИ, политиков и определенных групп фанатов. Поэтому Альянс миноритарных акционеров настоящим делает следующее заявление. Хайп следует использовать этот инцидент как момент для глубокого размышления и самоанализа, разбивая любые необоснованные практики внутри компании и стремясь улучшить коммуникацию и повысить прозрачность.
Мин Хэ Джин, директор Adore, больше не должна вовлекать кей-поп-артистов, включая тех, кто работает в Hype, в свои личные споры, в том числе и с New Jeans. Политики не должны унижать или нападать на Hype на основе односторонних заявлений от определенных групп фанатов. Определенные группы фанатов больше не должны подавать ненужные и изнурительные иски или петиции, которые усиливают усталость фанатов кей-поп как внутри страны, так и за рубежом. Средства массовой информации должны освещать дело с участием Hype и Мин Хэ Джин из Adore со сбалансированной точки зрения и объективной информацией. Альянс миноритарных акционеров Hype примет все возможные меры, включая судебные иски, чтобы привлечь к ответственности Мин Хэ Джин из Adore. Определенные фан-группы и политические организации, если они будут участвовать в ненужных действиях, подрывающих ценность компании. Наконец, как миноритарные акционеры и фанаты, которые поддерживают артистов Hype, мы продолжим внимательно следить и уделять внимание позитивному развитию компании и ее артистов, а также защите корпоративной ценности. Просто Чангук и его крошечные танцы. Нежно напоминаю о том, что Тэхён обожает щечки Чангука. Эти двое буквально считают друг друга самыми красивыми мужчинами, о чем они неоднократно упоминали публично. И после этого все еще серьезно остались люди, которые отрицают их любовь. Желаю здоровья. Он такой красивый, я умираю. Знаете тренд об айдолах с самой сильной и давящей аурой? Так вот его король. Восхищение изящными руками Тэхёна с украшениями на них. Второе место. Это так интимно. Думаю, Тэхён еще 10 лет назад четко и дерзко дал всем понять принадлежность Чангука. Держи меня крепче.
Первое место. Чангук не просто из того типа парней, которые остаются внизу и поддерживают словами, успокаивая «Я здесь, я поймаю тебя». Чангук из тех влюбленных, что поднимется на уровень Тэхёна, чтобы заглянуть ему в глаза и сказать «Я здесь, я рядом, и я буду падать вместе с тобой». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.